Привет, жители YouTube, Рутюба и разного рода социальных сетей. Сегодня, как вы сами видите, у меня на обзоре очередной инструмент, а то бишь секатор от бренда Shidoku, модель секатора SHN1. Приезжает все вот в таком вот стандартном кейсе, как в принципе и весь инструмент от Shidoku. В одном из видеообзоров я даже делал тестирование и садился и становился на данный кейс, и ему было пофиг. Поэтому, кому интересно, переходите, смотрите, а мы открываем, смотрим комплектацию. Ну и вот такая комплектация. Сразу мы видим, что все переложено вспененным полиэтиленом, переложено классно, и сам ложемент вырезан тоже из вспененного полиэтилена. Кому не нравится, выбрасываем ложемент, и сюда мы можем впихнуть аккумуляторов еще, не знаю, штуки 2, наверное, 4. Правда, все будет трястись. Итак, вот такая инструкция. Инструкция на русском языке. Как мы видим по цвету, инструкция, конечно же, у нас от синенького, да, от 30-очки. И все по нем. Поэтому, друзья, будьте внимательны, позже я продемонстрирую, но в этой инструкции нет одного из пунктов по данному, соответственно, секатору, а именно по его смазке. Позже вернемся. Ну и смотрим комплектацию. Итак, начинаем с зарядочки. Вот такая легенькая зарядочка прямо в розетку. Читаем, смотрим, что мы здесь видим. От 100 до 240 вольт переменки, вход 50-60 Гц. На выходе получаем 21,6 вольта по стоянке и 2 ампера. Друзья, проверять не буду, смысла не вижу, тем более для секатора. Поэтому вот такая штырьковая зарядочка. Смотрим дальше. Два аккумулятора. По 2 ампер-часа, бренд Shidoku, все дела. Аккумуляторы тоже имеют хорошие довольно корпуса, не особо ломкие и хрупкие. Это могу я заявить вам с полной уверенностью, так как, опять же, не раз у меня этот секатор падал с дерева. Ни раз. Не скажу точно, на что приземлялся. На лезвие точно не приземлялся, так как они были не в земле. Поэтому либо на аккумулятор, либо плашмя это все дело падало. И все живое, друзья. Вот таких два аккумуляторчика. Аккумуляторы имеют индикаторы зарядки, видите, показывают полный заряд. Но, друзья, есть одно большое но. Не спешите, получив инструмент любой, будь то даже не то что секатор, а в основном это касается гайковертов, там, не знаю, шуруповертов, ледобуров, цепных пил и т.д. и т.п. Получили инструмент, поставили аккумулятор на зарядку, сняли аккумулятор зарядки, оснастили инструмент, установили в этот момент второй аккумулятор на зарядку, и только после этого пошли что-нибудь там делать, тестировать, работать и так далее. Сразу из коробки не бегите тестировать инструмент, так как аккумуляторы вроде бы показывают полный заряд, но здесь заряд, друзья, поверьте, не полный. Дальше по комплекту имеем масленочку. Имеем вот такой вот брусок для подводки лезвий. Ну, я не знаю, друзья, кому как, вот больше, наверное, года или год он у меня работает, видите, уже весь грязный, я опять же говорю, падал. И лезвия острые, и отлично он работает, поэтому не знаю. Если вы уже лезвие эти камнями будете резать, тогда уже, наверное, можно и подточить. А так, долго не нужно. Но опять же, ключик вот такой вот, на 13, по-моему, миллиметров, да. Вот такой шестигранник М5 на 5, и вот такая вот троечка. Ну и вот наш большун, да. Это малыш, а это большун. Да, друзья, совершенно забыл сказать, сбоку стоит. Приехал в комплекте с секатором, и вот так вот, и приехала, вернее, вот такая штанга-удлинитель. Полностью черного цвета, видите, я даже ее еще не распаковывал, просто, ну, вскрыл коробку, дабы посмотреть, все ли целое на месте. Вот позже на улице посмотрим. Хотя по виду она, в принципе, точно такая же, как и моя синяя, вот из множества уже обзоров. Ну, а мы с вами продолжаем. Значит, хочу продолжить с того пункта, которого не хватает в данной инструкции, и в обзоре на этот секатор я этот пунктик совершенно упустил. Значит, берем масленочку перед работой, открываем ее, конечно же, и мы видим, здесь вот есть такой шарик. Давайте я нажму его, да. Вот он прожимается, видите, подпружиненный. То есть мы этой масленочкой, ну я сейчас не буду лить, у меня тут уже облито, так как потечет. И мы этой масленочкой нажимаем шарик и немножечко туда надавливаем смазки. Все, шарик сам закрывается, то есть работает как обратный клапан, смазка там находится, работает и сюда уже не вытекает. И, соответственно, мы этим секатором работаем. Смазывать часто не нужно, абсолютно. Я, наверное, 2 раза только его за год и смазал. В то время как по смазке данного секатора в инструкции нет пунктика. Нет пунктика, потому что инструкция у нас от данного секатора.
А так они в остальном идентичны. Значит, как смазываем этот секатор? У нас для этого даже есть вот этот вот ключик. Берем его, вставляем вот сюда. Отворачиваем. Отворачиваем данный винтик. Опять же, берем масленочку. Здесь у нас стоит капроновая такая прокладочка. Берем масленочку, немножко надавливаем туда маслица. Опять берем винтик и все это дело зажимаем. Друзья, этот винтик зажимать с дури ну никак не надо. Смотрите, как это сделаю я. Чик, все. Буквально, не знаю, 1 ньютон, не больше. Зажали, аккумулятор зарядили, установили, пошли работать. Думаю, друзья, с этим понятно. Ну, а мы что будем с вами делать? Давайте сделаем контрольное взвешивание одного и второго, дабы посмотреть разницу в весе. Извините за, конечно, платформу весов. Вот видите, ложил от гайковертов все эти смазки, и в некоторых местах они просто не вытираются. Позже буду чем-то думать мыть, а пока нам надо делать обзорчик. Поэтому взвешиваем 30-очку, 732 грамма. Взвешиваем 40-очку, получаем 961 грамм. Вот настолько тяжелее, соответственно, наш новый секатор. Ну, давайте бросим один из аккумуляторов, 364 грамма вес, и на этом со взвешиванием покончим. Так, общий вид. Состыковываю я вот по аккумуляторному этому разъему одинаково, и мы с вами видим, насколько здесь имеется разница. То есть по длине где-то около 5 плюс-минус сантиметров. По весу я вам показал, все ощущается. Ну а так, по большому счету, здесь все как бы идентично. То есть мы видим и здесь дисплей, мы видим и здесь дисплей. Тоже показан заряд аккумулятора плюс счетчик нажатий, будем говорить, либо срезов. Вот. Здесь у нас на рукоятке бренд Шидоку. Вот, за год работы даже не вытерлась. Видите, как они эту надпись. Это не наклейка, это вот в резине, я так понимаю, или в пластике вот это все дело впаяно. Здесь такого нет. На данной стороне Шидоку. На ручке есть, но здесь нету. Вот такие вот различия. Что касаемо по работе. Тоже есть различия. Смотрим. То есть на 30-очке мы видим здесь кнопку. На Шидоку 40-очке мы видим только светодиод. Что это значит? Одеваем сюда. И одеваем сюда аккумулятор. Так, он у меня включен оказался. Вот, то есть, чтобы включить наш секатор, на 30-ке мы нажимаем кнопочку, получаем звуковой сигнал, питание пошло. Здесь на Шидоку у нас кнопок нет, но есть сзади переключатель. Включаем, питание пошло. В этом есть как плюс, так и минус. Минус в чем? Что у нас при использовании, допустим, той же штанги, либо когда мы лазим без штанги там по дереву, что-то там режем, да, то веткой бах, и мы можем, соответственно, этот переключатель выключить. Не понял. Вот то, о чем я говорил, зацепил кнопку и отключился секатор. В то время как здесь уже ничем никак его не выключишь. Так, смотрим, как работают данные секаторы. Значит, оба секатора включены, и для того, чтобы его активировать, я в обзоре говорил, что надо сделать тройное нажатие. Кто-то писал, можно и двойным. Давайте пробовать. Один секатор двойным и второй. Раз, два. Да, можно двойным. Раз, два. А здесь нету. Третье тоже нету. Раз, два, три. А здесь уже получается надо 3 раза подряд. Ну, как-то так, думаю, нет разницы. Тройное, двойное, все равно, чем больше вот этих действий, 2 либо 3, это помогает, как говорится, технике безопасности. Ну и вот раскрыты наши клешни. Значит, давайте сделаем замер у 30-очки. Мы знаем, что 30 мм должно быть. Так, я надеюсь, вам видно. Берем отсюда, ну и где-то вот сюда. Смотрим. Ага, 28 где-то и 5. Не хватает до 30. Очень важное замечание. Вот это вот я зря, конечно, делал на аккумуляторе. Перед измерениями любыми снимаем аккумулятор. Техника безопасности превыше всего. И разряжаем его. И только после этого беремся что-то там измерять. Ну и возьмем этот отсюда. И где-то, наверное, вот до сюда. Смотрим. 40,5. То есть вот этот вот просто идеально 40-очка.
идеальный. После этого только, опять же, ставим аккумулятор. И, видите, он не работает. Опять надо раз, два, три. Надо быстро. Раз, два. Двойное быстрое сработало тоже. Не знаю, в каких-то случаях тройное, в каких-то двойное. Но неважно. Ну и вот такой вот дисплей, где указан у нас заряд аккумулятора. Вот так надо смотреть. Или так надо смотреть. Нет, 92%, по-моему. Вот так. Да, и один, получается, одно нажатие, один срез. Здесь что мы имеем? Здесь у нас, да, здесь у нас вот так. 81% и 0 срезов. И один срез. По сборке, как вы видите, вот этот вот стык виден, да, шов. Но, опять же, ничем не ощущается, так как вот это вот черное все обрезинка. Точно так же, как и вот здесь. В руке лежит что один, что второй просто замечательно. И смотрите, вот когда я возьму хорошенько в руку, вот так вот, то у нас получаются немножко, наверное, здесь. Вот здесь, наверное, большее расстояние, нежели здесь. Почему такое? Я думаю, что все-таки и ручка у нас, смотрите, вот насколько длиннее получается, да, немножко. Совсем немножко, но длиннее. И здесь, я думаю, установлен более мощный мотор-редуктор, нежели здесь. Ну, второй разбирать уже не буду. Кому интересно, смотрите мой обзор с разборкой. Вот, чтобы свести обратно клешни и оставить их в транспортном положении, нажимаем и удерживаем кнопку до тройного звукового сигнала. Все, отпускаем, и клешни у нас сведены. Точно такая же история у нас и с данным секатором. Раз, два, три, мы его взводим, нажимаем и держим. Все, клешни у нас, видите, сведены. Для того, чтобы развести опять клешни, мы уже знаем. Давайте попробуем двойное быстрое. Есть, двойным сработало. Вот, но если нам все время нужно резать, допустим, вот такие тонкие веточки, то видите, какой развод клешней. И мы с вами, конечно же, будем много времени терять в том, пока та клешня дойдет до ветки, ее откусит. Точно такая же история и здесь. Так вот, для того, чтобы изменить положение клешни, нам надо нажать кнопочку и удерживать до одиночного звукового сигнала. И клешни у нас развелись уже в 2 раза меньше. Вот при такой ситуации мы можем резать уже какие-то тонкие веточки. Надо опять развести. Опять широко. Вот, все. Теперь уже показал и рассказал. Приступаем к разборке. Итак, друзья, разобрал. Получил вот такую кучку винтиков одного размера. И вот такого вот малыша второго размера. Наверное, точно такой же малыш установлен у нас и здесь. Вот, но он был именно здесь, поэтому запомните и не перепутайте местами винты. Вот такой вот коротышек. Вкручиваем в центр. Ну и первым делом, судя по тому секатору, мы должны с вами снять вот эту вот крышку. Она как-то должна сниматься. Главное ничего не поломать. Работаем аккуратненько, уверенно. Да, вот такие вот есть, видите, зацепки. И вот такая вот крышечка. Ну и наблюдаем вот такую картину. То есть смазки лежит куча. Вот такой вот сектор бегает по, соответственно, звезде. И наблюдаем, что здесь у нас еще две еще этих самых. 2 винта. Давайте при вас, наверное, я все это дело по-быстрому откручу. Посмотрим, одинаковые ли эти винтики с теми. Да, одинаковые. Берем этот вот винтик. Ну, давайте 2. То есть идентичные, перепутать не боимся. Бросаем в общую кучу. Ну и давайте, наверное, как-то разбирать. Может быть, я еще и этот откручу. Для пущей уверенности. Открутил, не открутил. Вроде бы открутил. Опа. Тоже такой же коротыш, как я и говорил. Вот. Ну и давайте что-нибудь тут как-нибудь разбирать, пробовать. Не знаю как. Тут-то как бы все разбирается. А вот этот, наверное, корпус, не снявший ножи. Может быть, я и не разберу. Друзья, видите, вот не знаю пока. Что-то здесь отклеивается, расклеивается. Ну, посмотрим. Все дело, видите, при вас. А тут что-то тут у нас
Не открывается. Да, к сожалению, я не взял лопатку свою пластиковую. Но я думаю, что мы с вами как-то должны открыть эту печаль, беду. Опа! Все открывается, все отлично. Больше мы никуда не полезем. Пластик довольно толстый, довольно, друзья, упругий. То есть по пластику, опять же, никаких проблем и вопросов я тут не вижу. Вот, выскакивает кнопочка сама, сам переключатель. Ну, то есть не переключатель, а включатель нашего секатора. Так, смотрим, давайте здесь. Трехконтактная площадка. Вот так все это дело выглядит. Зеленый провод у нас переводится, как я не помню уже, какие высокие ветви, что-то в этом, либо высокие деревья. Вот этот вот контактик, куда мы с вами, наверное, припаивали, когда я переделывал с 3 на 2-контактный секатор. Дальше открывать я уже не буду, смысла тут никакого нет. С той стороны нам ничего не будет видно. Вот такой вот мотор-редуктор. Значит, смотрим, что тут у нас написано. Ну, как-то вот, о, так хорошо будет видно. Поэтому читайте. Мы сразу видим, что на постоянку на 21 вольт. Все это дело рассчитано. И мотор у нас 25-го года. Опять же, дисплей-индикатор прикручен. И все это дело у нас работает, как и в прошлой версии. На, соответственно, давайте, в принципе, может быть, его и... А, он не откроется, надо сектор снимать. Вот. И как и в прошлом секаторе, работает на вот этих вот, на датчиках холла. В принципе, можно обозвать, я думаю, и герконами. Работа, в принципе, почти одинаково. Согласен, что нет, но почти одинаково. Вот такие вот, друзья, дела. Плата. 6 мосфетиков. Довольно неплохая сборка. Пайка. Вот. На плате маркировочка. Кому вдруг понадобится... Так, что-то с фокусом. Кому вдруг понадобится. Как G какой-то А002. Виль НТЗ. 3.0, 25, 10, 27. Ну, это, видимо, дата производства. Вот такая вот внутряночка. Так, друзья, вот так упакована штанга. Я уже все распаковал. Сама штанга была тоже в целлофановом пакете. Но я думаю, вы на столе вам показывал, вы все видели. Имеется тоже инструкция полностью на русском языке. Ну и вот так вот все это дело выглядит. То есть в таких вот вспененных подложках все это дело приезжает. Ну что ж, снимаем и смотрим. Вот так выглядит наша штанга. Имеется также ремень для переноски. Точно так же, в принципе, как и в моей старой штанге. Давайте сравним длину. Как мы видим, моя старая штанга имеет длину на сантиметров 15 больше. С чем я это связываю? С тем, что данной штангой, которая идет в комплекте с данным секатором, то есть секатор тяжелый, и поэтому нам надо немножко короче штанга, чтобы было все это дело легче. Так, давайте-ка мы ее раздвинем. Оп. О, видите, тоже подпружинено все это дело. Все как в старой штанге. Так, и эта штанга у нас имеет размер, если брать от аккумулятора до аккумулятора, допустим, отсюда до сюда, ну вот примерно, не знаю, вам видно, 2,12. 2 метра 12 сантиметров. Итак, давайте подключим все это дело. Подключаем аккумулятор. Штанга, друзья, опять же, точно такая же, как и та. И подключаем наш секатор. Все подключили. Есть также вот этот вот хвостик, блокировка от возможного выпадения секатора. Ну и давайте, наверное, сразу мы это все дело включим. Все, он включился. Теперь отхожу и пробуем включать. Все у нас включилось, запищало. Все работает. Надеюсь, вам, друзья, видно. Значит, по высоте у меня рост 1,76 м. Если давайте я отойду дальше. На вытянутую руку, то есть примерно наши щупальцы, вот эта клешня равняется
воротам. Ворота у меня 4,10 в гараже. Поэтому вот вам размер 4 метра 10 сантиметров. Можете что-нибудь там обрезать. Давайте попробуем перейти в другой режим. Нажимаем, держим. И клешни раскрылись меньше. Клешня раскрыта полностью. Так, народ, теперь, наверное, мы пойдем с вами и сделаем какой-либо контрольный срез. Покажу немножко, как работает на высоте. Я тут уже, конечно, все поотрезал, но много чего срезать не надо. Ну, давайте попробуем. Каких-то там пару ветвей отрезать. Солнце слепит. Просто ужас. Вам, не знаю, видно, не видно такая высота. Вот, короче, бах, есть веточка. Так, что нам тут еще не надо? Эта веточка, чтобы пониже. Сам на себя. То есть вот такая вот удобная вещица. Видите, все падает и валится. Просто замечательно работать штангой. Конечно, хотелось бы, чтобы были вот эти вот повороты не только вот так и так, но и вот так и так. Но и так, как говорится, пойдет. Сейчас снимаю секатор и пойдем выберем палочку такую. Плюс-минус 4 сантиметра. Посмотрим, как все это дело у нас будет резать и щелкать. Вот такая вот веточка, друзья. Довольно-таки толстенькая. Сейчас посмотрим, сколько ее диаметр. Что-то уже определимся и решим. Ну да, примерно 4 сантиметра. Чуть-чуть меньше. И смотрим, что да как получается. Так, вот, наверное, так будет, да? Налегке. Налегке. Давайте сучок откусим. Сейчас, чтобы пальцы не откусить. Все тоже просто легко и налегке. Ну и вот давайте как-то вот так. Все. Все откусил, все раскусил. Просто замечательно. Так, народ. Все время нам толстой ветки резать не придется, конечно. Поэтому будем смотреть, как мы будем работать на тонких. С полностью открытой клешней. Не понял. Вот то, о чем я говорил, зацепил кнопку и отключился секатор. Вот вам и пожалуйста. Ну давайте тут потолще веточка. Во. Вот такой срезик. Ну что ж, народ, на этом и закончим наше видео. Значит, вот сегодня был на обзоре такой секатор от Шидоку. Думаю, в хозяйстве каждому пригодится. Думаю, в хозяйстве должно быть минимум 2 секатора. То есть 30-очка и вот такая 40-очка. Где-то что-то, чтобы надо было там потолще отщелкнуть и, как говорится, побыстрее. Можно использовать, конечно, и бензопилу, и аккумуляторную пилу там со штангой где-то на высоте. Но, думаю, если надо одну веточку там отщелкнуть и нам не надо будет пилить куда-то там в гараж, искать ту пилку и брать эту штангу, допустим, да, а воспользоваться сугубо секатором. Ну или секатором со штангой, кому уж как будет удобнее. Поэтому на этом заканчиваем наш обзор. Кому интересно, ссылка всегда в описании к данному видео. Переходите, смотрите. Решение покупать, не покупать сугубо, друзья, за вами. Мое мнение вы слышали. Пока.